Существует еще один класс явлений, который, очевидно, связан с памятью прошлого. Здесь мы имеем дело с практикой написания фантастических романов и фэнтези. Исследования показывают, что сознание человека не может создать информацию из ничего. Любая фантазия создается на базе уже существующей информации, откуда-то полученной. Кроме того, модели будущего у разных авторов во многом совпадают, то есть информация, полученная авторами, совпадает. Обычно считается, что в этом случае существует объективный внешний источник информации. Создатели киносаги «Звездные войны» явно помнили что-то о войнах в империи Йоту. Кстати, один из главных персонажей – Чубака. Очень похож на представителя этой расы. Разделение на имперцев и повстанцев соответствует тому, что реально происходило в империи Йоту. Имперские штурмовики в этом сериале похожи на солдат ванов из дивизии Вальхалла, служивших в армии йотунов. Существует достаточно большой пласт фантастики, детально описывающий космические корабли, межзвездные перелеты, в которых авторы с фанатической скрупулезностью перечисляли детали навигации и пилотирования якобы придуманных ими аппаратов, делая свои произведения совершенно непригодными для чтения. Такое впечатление, что авторы пишут нечто среднее между инструкцией по эксплуатации и бортовым журналом. Давно ведется обсуждение различных технологических предсказаний, сделанных писателями-фантастами. Надо отметить, что описание машин и аппаратов будущего у некоторых авторов фантастических романов чрезвычайно подробны. Можно сказать, что их литературные произведения – просто способ обнародования каких-то технологий. Люди, не обладающие необходимой технической подготовкой, описывали вполне реальные технологии, которые были впоследствии созданы учеными. Здесь можно указать на лазеры, подводные лодки, телевидение и даже на мобильные телефоны, появившиеся сначала в фантастических фильмах. С другой стороны, есть и попытки протащить в будущее технологии, существующие в настоящем времени. Мы видим в фильмах 60-х-70-х годов XX века совершающие дальние межзвездные перелеты-звездолеты, оснащенные громоздкими вычислительными машинами, существовавшими в то время. То есть в своих фантазиях люди опираются и на то, что для них существует реально.